Приветствую! Я считаю, что информация сохраняется в памяти надолго, если не навсегда, когда она вызывает какой-либо стресс, например, шоковое удивление. А усваивается она лучше именно через сравнение. В прошлом видео я рассказывал о кассете Hitachi Metaltron 1990 года. Она в симпатичном оригинальном корпусе с хорошей лентой 4-го типа. Запись на ней звучит ярко, но насколько она лучше? И лучше ли ее лента сегодняшней героини? Сразу отвечаю, в ТДК лента лучше по всем свойствам. Под нее и кассетная дека калибруется корректнее. При выборе между этими двумя экземплярами я предпочтение отдаю ТДК. При этом я ее купил на eBay.com за $14, а Hitachi за 16. Просто она редкая. Но обо всем по порядку. Итак, у меня на обзоре кассета TDK MA 1993 года для японского рынка, которая укомплектована лентой 4-го типа с хронометражем 54 минуты. Аббревиатура MA означает Metal Alloy, по-нашему металлический сплав. Позже выясним, что это за сплав. И это лента среднего уровня в линейке TDK. Как я уже рассказывал в прошлых моих видео, кассеты с лентой типа Metal поступили на мировые рынки с 1979 года. У ТДК в тот год были MA, и одна из самых дорогих кассет на сегодня в металлическом корпусе MAR, что расшифровывается как Metal Alloy Reference и означает эталонное металлическое покрытие. Эта лента топового уровня. В 1985 году в линейке кассет 4-го типа появились модели с улучшенной лентой MAX и MAXG. Соответственно, лента высокого и топового класса в линейке кассет ТДК. Причем Extra Grade – это преемница Metal Alloy Reference в подобном металлическом корпусе. Точнее, у нее только рама, между нами говоря, из чугуна в середине, между двумя накладками из прозрачного пластика. А с 1990 года это уже другой корпус с soft-touch покрытием. В ее ленте применено двуслойное покрытие металлическими частицами. Такая кассета недавно была в обзоре у Евгения Омского. Счастливчик, он ее касался. Через год в подобном корпусе была TDK MAXG Fermo с лентой наивысшего качества этого бренда. В том же году вышла модель Seeding 4, через год Super Seeding 4, но ленты в них уже были ниже классом, чем у MA. В середине 1990-х линейку кассет с металлической лентой составляли Seeding Metal и выше классом Disc Jack Metal. И лучшее опять же MA. В 1998 году ТДК выпустили кассету MAEX с лентой среднего уровня. И на этом история закончилась. В этот короткий строй не вписывается кассета Optima 4 в белом корпусе и странном дизайне. Но она тоже была, и лента у нее низкого класса. А у меня вот такая кассета, и тоже красивая. Футляр полноформатный из тонированного пластика с логотипом ТДК и надписью Made in Japan в углу. Стопперы трехлучевые. Все грани гладкие и слегка закругленные. В комплекте присутствует вкладыш с разворотом из не очень плотной бумаги. Внутри серое поле в белую клетку. На развороте на японском языке напечатана вся техническая информация. Здесь сказано, что в данной кассете MA 1993 года использована лента с магнитным покрытием Finabinks или Finawinks, которая обладает энергией в 3 раза больше, чем у ленты High Positive. Я так понял, что это лента 2-го типа высокой позиции. Этот металлический сплав из ультрамелких частиц, соответственно, лента более высокого класса. Она обеспечивает максимальный уровень мол для частоты 315 Гц плюс 6,5 дБ, а для частоты 10 кГц 0 дБ в деках с индикатором, настроенным на 250 нановыбор на метр. Эта информация также представлена здесь графически. Позже вы убедитесь, что это действительно так. Хотя кассета бывшая в пользовании, но мне все же достался листок с 3 стикерами, с обратной стороны которого на японском языке изложены меры предосторожности при пользовании этой кассетой, координаты для обращения в гарантийном случае, а также предупреждение о соблюдении требований правообладателей музыкального контента. Вот здесь снизу мелким шрифтом. Сама кассета симпатичная, из серого матового пластика с улыбающимся окном в центре, которые имеют черную широкую рамку. Использованы самые обычные катушки ТДК, как в модели D и прочих. Рабочий выступ кассеты в узкую полоску со специальной отметкой стороны, возможно для незрячих, в виде 5 полосок со стороны A и кружков со стороны B. Корпус на винтах.
Все боковые грани глянцевые. Имеются выемки на верхней грани для автоматического определения 4-го типа ленты в магнитофоне. Снизу установлена медная пружина под подушкой. Раккорд слегка молочный, никаких отметок на нем нет. Склейка. Лента типа металл черного цвета, внешне в отличном состоянии. Ее хронометраж 54 минуты. Вот это ее покрытие Fina-Winsk действительно качественное. Такой лентой комплектовали практически все модели ТДК 4-го типа. А после отбора более качественную ленту использовали в кассетах премиум класса. Положение регуляторов калибровки для ленты Hitachi MT следующее. BIOS плюс 5%, чувствительность Rec Level на уровне плюс 3 дБ, это максимум. Теперь для тестирования записи устанавливаю кассету TDK MA, магнитофон Sony TCK 222 ESA, который старше ее всего на пару лет. Калибрую трек записи под эту ленту. В сравнении с калибровкой ленты Metaltron от Hitachi, чувствительность Rec Level под ленту TDK MA я понизил на 1 дБ. Все же у нее отдача для низкой частоты лучше. А BIOS остался на том же уровне. Теперь запись. Сигнал низкой частоты 315 Гц. Наблюдайте осциллограмму. Вот запись. Лента. Можно записать на эту ленту вот уровень 0 дБ. Я поднимаю регулировку уровня записи Rec Level до максимального значения плюс 6,5 дБ. И у нас в принципе начинаются уже искажения. Ну, в принципе, записать можно, но я занижу этот уровень до плюс 4 дБ. При этом, после предварительной калибровки у нас сигнал на ленте плюс 4 дБ и поступает на вход тоже плюс 4 дБ. Без разбаланса все идеально. При такой настройке уровня сигнал 10 кГц лента также может записать со стабильным уровнем, ну, в принципе, до значка Dolby, там, минус 2 дБ, правый канал даже 0. Эта кассета также бывшая в пользовании и выходит так, что она лучше по характеристикам кассеты Hitachi Metaltron 1990 года, о которой я рассказал в прошлом видеоролике, или лучше сохранилась. Ну а лента у Hitachi уже с плюс 2 дБ искажала синусоиду сигнала частотой 315 Гц, а высокочастотный сигнал записывался только до уровня минус 4 дБ на левом канале и минус 2,0 на правом. Но будем считать, что уверенно можно было записать только до уровня минус 4 дБ. Хотя запись альбома Chris Rea на ней уже звучит красиво. А вот у этой кассеты TDK MA заявка на лидерство. Слушаем, как звучит на ней песня. Ну что ж, вдарим рока. Ну а если на слух некоторым пользователям недостаточно высоких частот, можно с помощью переключателя подкорректировать эквализацию записи, чтобы добиться сходства с источником. Sex machine, you were never the homecoming queen. But we smoked and we shot pool. We were playing hooky from school. Oh yeah.
Итак, я пришел к следующему выводу, который предварительно изложил в начале видеоролика. Ленту TDK-MA можно записать с уровнем на 2 дБ выше, чем ленту Hitachi MT. При этом у нее лучшая отдача, потому что я при калибровке понизил уровень чувствительности для низкой частоты на 1 дБ. Эта лента стабильнее держит высокие частоты, опять же на уровне значка Dolby, что на 2 дБ выше, чем лента Metaltron. При этом у меня обе кассеты бывшие в пользовании. Модель Hitachi на 3 года старше TDK. Но это не значит, что их не могли изготовить с разницей и в 2, и в 1 год. Можно считать их одногодками. Получилось так, что по качеству записи TDK лучше, но если не предъявлять им максимально заявленные требования, то записи на обеих кассетах звучат отлично. На мой слух через акустическую систему коррекция с помощью переключателя эквализация записи в положении High добавляет записи высокие частоты, и она звучит сочнее на TDK и на Hitachi. На этом благодарю вас за просмотр, свои мысли излагайте в комментариях, а мы встретимся в новых видео на канале. Всем пока!